Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас впервые будет телемост с Ленинградом, или, как сейчас он называется, с Санкт-Петербургом. И поговорим мы с легендарным журналом Советского Союза, журналом всех детей и подростков «Костер». Ну, конечно, мы поговорим не со всем журналом, мы поговорим с его главным редактором. Итак, Николай, здравствуйте! Здравствуйте, Артем. Как ваше предновогоднее настроение? Настроение, как всегда, замечательное. Наш журнал «Подзаголовок костра» – журнал веселых и любознательных. Вот у меня неизменно, и это, по-моему, традиция в «Костре», главные редакторы всегда были счастливыми и веселыми людьми. Это требование, кстати говоря, к детскому писателю, которое, в числе прочих, установил еще Корней Чуковский. Молодцы! И, кстати, девиз нашего журнала – «Удивлять и радовать». Воистину, вы удивляете и радостью уже фактом своего существования, несмотря ни на что, «Костер» горит уже после развала Советского Союза с 1991 года. Расскажите, пожалуйста, для молодых особенно, кто не застал то время, когда от костра грелась вся страна, а сейчас, как живет журнал сейчас, и историю журнала, вот начиная с момента его образования. Ну, давайте начнем с самого начала, создания «Костра». Его разжег, как мы говорим, Самуил Яковлевич Маршак в 1936 году. Ну, «Костер» не на пустом месте появился. Вообще, именно в Ленинграде, тогда в Петрограде появился первый новый детский журнал. Новый в смысле послереволюционный. После Октябрьской революции уже в 1919 году Горький создал и был главным редактором первого детского журнала. Он назывался «Северное сияние». Вот все это происходило в Петрограде. Соратник Горького Маршак был подключен к этому процессу. Создавалась новая детская литература, появились новые детские журналы. И вот, в частности, в Петрограде, в Ленинграде появился «Чиж и Ёж», «Новый Робинзон», «Воробей» а в Москве появился «Пионер», появилась «Мурзилка», другие журналы. И вот «Костер» стал таким наследником лучших традиций и опыта, которые за эти годы, за десятилетия уже накопила детская журналистика, детская пресса. Вот в 1936 году Маршак разжег журнал «Костер». Который греет нас до сих пор. Да, который греет до сих пор. Нам совсем недавно прислал наш читатель, он уже взрослый, но тем не менее, нам скоро будет 90 лет, и он прислал нам заранее такой стишок. «Знают взрослые и дети от Чукотки до Днестра, что костер недаром светит, что теплее от костра, он зовет в иные дали, он не гаснет на ветру. Все, кто наш костер читали, навсегда верны костру». Прекрасно. Вот такой, да, замечательный стишок. А вообще мы чрезвычайно признательны Маршаку. Это уникальный человек, и драматург, и поэт, и переводчик. И он обладал редким даром, как говорили его коллеги, примагничивать людей. И вот так повезло нашему городу и вообще детям Советского Союза. Маршак в то время собрал вокруг себя потрясающую команду. Фактически это был золотой фонд детской литературы. И Чуковский, и Хармс, и Заболоцкий, и Шварц, и Пантелеев, и Бьянки, и Михалков. В общем, все самые талантливые, самые любимые впоследствии детворой писатели вот оказались в команде Маршака, и появилось много журналов. И вот в 1936 году появляется «Костер» и горит до сих пор. Николай, а когда вы сами присоединились к «Костру»? Это случилось почти 35 лет назад. Меня в «Костер» привел замечательный писатель и тоже драматург Радий Петрович Погодин, с которым мы общались
фактически вот со старших классов школы я познакомился с ним. Ну, у меня были какие-то литературные опыты. Радий Петрович помогал мне, познакомил с редакторами детской литературы. Такая была замечательная серия В общем, «Хочу все знать». Ну, привел вас в детскую литературу. Ну, в детскую литературу сказано будет сильно, потому что все-таки я отнюдь не писатель, я редактор, а вот в редакции... Но вы же популяризатор детской литературы. То есть, как сказать, что вы в процессе, вы не сам писатель, но если без вас, как бы в наше время было бы, мне кажется, сложнее. Вы знаете, вообще у «Костра» изрядные заслуги перед детской литературой, потому что именно «Костер» проводил в советское время такие семинары для молодых писателей, работающих для детей. В течение 15 лет в 2 из них я успел принять участие, это были 80-е годы. Ну, что говорить о Маршаке и о вот этих всех. Кстати, говорили, что существует литературная солнечная система Маршака. Вот он был в центре, и по орбитам вот эти светила талантливые и озаренные, значит, служением детской литературы писатели вращались. Это традиция «Костра». Всегда есть чтение, всегда есть стремление приобщить к чтению. Ну и вообще любой, наверное, детский, не только детский литературный журнал, не только. Это такая своеобразная территория эксперимента. Лаборатория. Да, и, конечно, новинки детской литературы, самые талантливые и интересные авторы, появляющиеся, они сначала, так было традиционно, появляются на страницах журнала, а потом уже приходит книга. Вот именно о дне сегодняшнем я бы хотел с вами поговорить. Буквально заканчивается год у нас, который 23-й. Мы в предвкушении уже Нового года. Я уже готов. Кто праздничку рад, так сказать, тот с утра пьян. Как у вас прошел год? Какие планы на следующий год у журнала «Костер»? Слушайте, год прошел замечательно, да я не помню, вот последние годы были чрезвычайно трудные времена в 90-е. Вообще детская периодика живет непростой жизнью. Не буду перечислять причины, они и объективные, и субъективные, но тем не менее год был насыщенным, интересным. У нас всегда появляются новые рубрики, новые конкурсы. Год педагога и наставника – это тоже наше. Прошел вот под знаком этой темы. У нас и викторины, и конкурсы, и рубрики. На 32 страницах нашего журнала живет более 20 рубрик. То есть это огромное разнообразие. Прекрасное ассорти. А могли бы вы назвать несколько писателей молодых, еще неизвестных или недостаточно известных, кого вам удалось открыть, в прошлом году, в обозримом прошлом, что называется? Ну вот буквально неделю назад, даже меньше, я вернулся с церемонии вручения премий в области детской литературы. И лауреатом этой премии, победителем стал Дмитрий Сиротин. Это писатель, он начинал в Воркуте, сегодня он в Москве, но, как он признался на этой церемонии, открыл и поддержал его журнал «Костер». Вот самый, может быть, свежий пример. Ну, тогда я вас поздравляю как издателя, что ваши авторы получают такие хорошие премии. Это традиция. Мы всегда следим, поддерживаем, с интересом читаем, кстати, не только писателей и художников, но и юных авторов. То есть вот наш журнал, ну и как любой детский журнал, это площадка
где ребята могут проявить свои творческие способности, повысить свою самооценку, самовыразиться, самореализоваться. Поэтому и у них есть возможность, ну вот, как-то испытать силу своего голоса. Может быть, не все из них станут поэтами, писателями профессиональными, но вот понять, что у него есть право высказаться, есть право на понимание, И внимание. есть такая площадка, на которой ему это право дают. Я Да, имею в виду это- журнал «Костер». Несмотря на все сложности нашего времени, когда и бумажной, и вообще литературе сейчас тяжело, такая площадка, благодаря, безусловно, и вам, она осталась и живет. В 2024 году будет очередная дата снятия блокады с города-героя Ленинграда. Каким образом «Костер» эту тему будет освещать? Ну, вы знаете, для журнала «Костер» эта тема родная, трепетная, всегда актуальная, потому что «Костер» был единственным детским журналом, который продолжал выходить во время блокады в осажденном городе. Но это подвиг. Это подвиг, я считаю. Очередной подвиг, о котором, кстати, мало известно. Это огромная заслуга, что людям дали надежду. Это очень важная была работа, действительно подвиг. Втроем делали журнал, вот заместитель главного редактора, ответственный секретарь, Теребинская этим занималась, художник, который погиб, когда они вышли из редакции, осколком снаряда он был смертельно ранен. И ну, вот такой экспедитор-курьер, вот втроем они издавали журнал в самые тяжелые месяцы, когда не было электричества, не работали типографии. Журнал начал выходить на радио, и каждый четверг звучал в эфире. Туда приглашались и бойцы с фронта на эти эфиры, и читались рассказы. Вообще у нас подборка. Поразительно то, что в те месяцы, когда журнал не выходил по вот этим причинам, после войны, в конце войны, все номера журнала были напечатаны и доставлены всем подписчикам. Это действительно подвиг, мы этим гордимся. Интереснейший репортаж об этом существует. Вот, так что мы всегда и рассказываем, и отмечаем. У нас в первом номере, во-первых, о блокаде рассказывает наш старейший автор Валерий Михайлович Воскобойников. Он мальчиком пережил блокаду, хорошо знал тех, кто тогда поддерживал пламя костра. И мы печатаем странички из дневника ленинградского мальчика, школьника, пережившего блокаду. У него очень подробный и очень интересный дневник. Он впоследствии стал известным журналистом, Герман Алексеевич Попов. Вот это наш, так сказать, вклад в приобщение сегодняшних детей к памяти. Ну и, конечно, стихи блокадные, потому что предыдущий редактор Олег Александрович Цыкунов, он тоже 6-летним ребенком пережил блокаду, у него много пронзительных стихов о блокадном детстве. Вот мы печатаем его стихи, стихи других поэтов ленинградских и петербургских о блокаде и даем вот эти материалы. Вам огромный поклон за вашу работу в плане поддержания памяти о Великой Отечественной войне. Скажите, пожалуйста, а сегодня кто рисует для вашего журнала? Потому что всегда, кроме текстов, журнал «Костер» отличался оригинальными иллюстрациями. Сегодня кто художники? Это молодые люди, это уже люди профессионалы. Откуда берутся сейчас художники? Откуда у вас иллюстрации? Это тоже отдельная история, ведь вот Маршаку принадлежит еще одно явление в детской литературе и в большой литературе. Он художника приравнял как бы к автору.
и полагал, и утверждал это, и вот эта концепция жила и продолжает жить в нашем журнале, что художник не просто иллюстратор, а он соавтор. Соавтор полноправный. Во времена Маршака очень часто по многу раз встречались авторы и художники, обсуждали, создавались эскизы и так далее. Вот эта традиция у нас тоже сохранилась. И наши сегодняшние художники – это и молодые люди, и маститые графики. Вообще существует такая книжно-журнальная Ленинградская, Петербургская школа графиков. И очень часто, кстати говоря, вот такая преемственность поколений. У нас работает мэтр иллюстрации детской, у него есть ученики в нашей академии, и он приводит их к нам. И вот эта цепочка... Преемственность поколений. Преемственность поколений, да? Преемственность поколений, преемственность мастерства, подхода, все очень разные, все индивидуальные. Кстати, и из других городов у нас есть художники, но это тоже наше правило, и мы стараемся ему следовать, и традиции. У нас очень мало компьютерной графики. Мы очень любим так называемый живой ручной рисунок. Ламповый стиль, да. Иллюстрации, конечно, вот такие рисованные, живые, где мы видим и материал, и кисть, и перо, и карандаш. Николай, огромное спасибо вам за беседу, а сейчас я просто прошу вас непосредственно обратиться к своим подписчикам и даже к тем ребятам, которым уже далеко за 40, за 50, которые когда-то в своей жизни встречали костер. Вот что бы вы им сказали, что бы вы им пожелали в следующем году? Именно тех, кто читал костер тогда, в 70-х, 80-х, в 90-х, и те, кто читает сейчас. А я от себя порекомендую родителям подписаться на костер для того, чтобы их дети стали настоящими людьми. Прежде всего я хочу поздравить с наступающим Новым годом всех слушателей, конечно, всех читателей «Костра» разных поколений. Вообще «Костер» ведь журнал не просто детский и школьный, это журнал для семейного чтения. И вот чтение как таковое – это дело семейное. Марина Цветаева называла это круговой порукой добра, когда традиции чтения, традиции приобщения к журналу, вот существует такое явление, как подписка. Оно, не могу сказать, что сегодня пышным цветом расцветает и все здорово, но, конечно, нужно возвращать его, и ребенок, получая журнал, у него меняется самооценка. В журнале много возможностей для самореализации, самовыражения, для проявления своего творческого начала. Нам помогают не только родители, не только писатели, художники, журналисты, ученые, но нам помогают, конечно, и наши учредители. Замечательная детская организация «Союз детских объединений», «Союз пионерских организаций», «Федерация детских организаций», и организационно, и творческие, и специальные рубрики у нас есть для детей, и пресс-клуб у костра, и «Открой книгу, открой мир». Можно присылать свои рисунки, можно присылать свои стихи, рассказы, свои изобретения. Поэтому «Костер» — это широкий спектр детских интересов, творчества, журнал веселых и любознательных, думающих и читающих детей, которые станут прекрасными взрослыми. Николай, спасибо вам огромное за беседу. Всего вам самого доброго и удачи в следующем году. А мы прощаемся.
рады всегда для вас рассказывать о тех моментах культурной жизни нашей страны, о которых не сильно-то известно. У нас уже была и «Пионерская правда», сейчас у нас журнал «Костер», но я для вас в следующем году приберег кое-что еще интересное, что работает и радует, но об этом мало кто знает. Всего самого доброго, с наступающим Новым годом!